окошечко and say goodbye, и losers. сказать «до свидания, неудачники». Who are all the reds here? А ну-ка, красные, поднимите руки. Are you at the meeting? Вы на встрече? Front row. То есть вы пойдете сразу на встречу, если увидите такое приглашение. So I want you to pretend your partner is red. Сейчас представьте, что ваши партнеры красного цвета. I want you to invite your partner to the opportunity meeting now. И пригласите их на встречу. And say we're talking money, big money. И расскажите им, что вы будете говорить только о деньгах, о больших деньгах. Let's begin. Начинаем. Okay, one more color to go. Ага, остался всего один цвет. The last color is green. Оставшийся цвет – это зеленый. This is the perfect color Это идеальный цвет, because I'm green. потому что я зеленый. Let me tell you about green people. Давайте же я вам немножко расскажу о таких людях, как я. These are your accountants, Это ваши счетоводы, engineers, инженеры, scientists, ученые, computer programmers. компьютерные программисты. These are boring people. Это самые скучные люди на свете. No personality. У них нет личности, если можно так сказать. And all they want is more information. И все, в чем они нуждаются, это информация. Как можно больше информации. And these are the people that drive you crazy. Это те люди, которые сводят вас с ума. You do a long 3-hour presentation. Например, вы делаете презентацию, которая длится более 3 часов. And at the end of the presentation, they say this. И в конце презентации они вам говорят следующее. Thank you for your preliminary information. Спасибо за то, что так мало информации дали. Такая она скудненькая. I'll now research the internet for 3 more weeks. Я сейчас 3 недели буду сидеть в интернете и искать информацию, I need to know about every ingredient of every product. которая нужна мне о каждом ингредиенте каждого продукта. I need to go to marketing plan school. Я теперь пойду в школу, которая учит маркетингу. And I'll let you know my decision next month. И свое решение, соответственно, я сообщу вам в следующем месяце. Yellows are about helping people. Желтые люди помогают людям. Blues are about having fun. Синие веселятся. Reds are all about money and power. Красные – это деньги, сила, мощь. The greens are about information. А зеленые – это информация. So when you do a presentation, you have to tell them everything. Поэтому, когда вы делаете презентацию, вы им должны рассказать все. How many people here know somebody in your life that's a little bit green? Кто когда-нибудь встречал кого-нибудь, кто хоть на немножечко зеленый? They plan everything. Они все планируют. Everything they have to know everything before they even start. Им нужно даже знать все до того, как они начнут. The blue people, oh, they're so full of action. Синие, они такие активные. They call up their green distributor. Они звонят своим зеленым дистрибьюторам, And the blue leader says this. и синие лидеры говорят им следующее. Just talk to somebody. Ну с кем-нибудь поговори лучше. And the green says, no, can't do it. Нет, зеленый отвечает, нет, я не могу этого сделать. There's 3 more questions I have to translate into Spanish just in case I meet a Spanish person for my first prospect. Мне нужно еще перевести 3 предложения на испанский, и вдруг, когда я только приду в вашу компанию, я сначала встречу испанца, и мне придется с ним разговаривать. То есть он еще не вступил в компанию, а он уже думает о таких деталях. They have to be prepared for everything before they even start. Им нужно быть готовыми ко всему, к чему бы они ни приступили.
But the good thing is, once they make a decision to join, they're going to stay with you a long time. Но что хорошее в данном цвете, это то, что если вдруг они приняли решение вступить, они вас, наверное, никогда не покинут. Now, green people are not good around people. Зеленым цветотипу не очень комфортно вообще находиться в одном месте с людьми. We're better with books and computers. Им приятнее проводить время за книгами, за компьютером. So yellows are professional huggers. То есть запомните, да, люди желтого цвета, они обожают обниматься. Greens would be the anti-huggers. They hate to hug. Зеленый, как бы это антиобнимающиеся люди, то есть они ненавидят обниматься ни в коем случае. So greens hate to hug. То есть зеленый не любит обниматься, ненавидит. Yellows love to hug. Желтые обожают. How do blues feel about hugging? А как же синие обнимаются, как вы думаете? They say, "Woohoo! Sounds like fun." Они скажут: о, это же, наверное, весело обниматься-то. How do reds feel about hugging? А как же красные относятся к обниманиям? How much money would I get for that? А сколько мне заплатят за объятия? So hugging could mean 4 different things. То есть, смотрите, даже объятие — это уже 4 абсолютно разных действия. What about getting a trophy? Абсолютные, да, разные значения. А как же вот получение приза? Would you like to see how a green person gets a trophy? Хотели бы вы узнать, как человек зеленого цвета получает свой приз? Remember how the yellow person got the trophy? Помните, да, как желтые получают? Плачут. Remember how the blue person got the trophy? Помните, как синие получают? Remember how the red person got the trophy? Помните, как красные получают? Неудачники. And green people? А зеленые? We don't get trophies. Они не получают призов. We never get started in time. Они никогда не могут начать вовремя. If you're talking to green people, just be prepared for a very long presentation. То есть, соответственно, если вам предстоит дело общаться с людьми зеленого цветотипа, вам необходимо подготовиться к очень-очень длинной презентации. How many people know some green people in your life? Как много людей знают зеленых и встречали их когда-либо в своей жизни? Now, I'm a green person. Ну вот я зеленый, да, я не стесняюсь этого говорю. I'm not really good around bunches of people. Я не очень комфортно себя чувствую, когда вокруг очень много людей. But green people can do networking also, right? Но ведь мы тоже можем заниматься сетевым маркетингом, не правда ли? So how would a green person come to our banquet? Как же человек зеленого цветотипа придет на наш с вами банкет? They don't. There's people there. Они не придут, там же люди. They'd rather stay home with books and computers. Они лучше дома посидят, книжку почитают, в компьютере поковыряются. Let me show you why it's important to understand the languages. Давайте вот с вами вспомним, почему же так важно понимать разные языки. I'm at home on my computer. Я дома, сижу за компьютером. My red wife walks in the door. Моя красная жена входит. We have a banquet to go to. У нас завтра с тобой банкет. Get dressed, get ready. Одевайся. Do I want to go to the banquet? А зачем я должен пойти на банкет? No. Я не пойду. So fortunately, I know how to speak red. Слава Богу, я знаю, как разговаривать на красном языке. Here's what I say to my red Вот что я wife. ей скажу. I say, you know, dear, Ой, дорогая, знаешь, that banquet's not very well organized. этот банкет не очень хорошо организован. Somebody needs to rush over there and take charge. Кто-то должен поторопиться и взять ответственность на себя за этот банкет. Boom, she's gone. Все, она побежала. And I can stay at home. А я сижу дома за компьютером. So how many green people do we have here this afternoon? Так, а ну-ка, зеленые, поднимите свои руки. A lot of them can't raise their hand. They're taking notes on their laptop. Многие не могут поднять руки, потому что у них на коленках, наверное, компьютеры стоят, ноутбуки. So let's learn how to speak green. Давайте же с вами научимся зеленому языку. To a green person that's afraid of people,
Зеленому человеку, который боится других людей, here's how I'm going to invite him to the meeting. лучше вот что сказать, чтобы пригласить его на встречу. We have a meeting tonight. У нас сегодня вечером будет встреча. Would you please come? Пожалуйста, приходи. I need your opinion. Мне нужно твое мнение. We're going to sit way in the back of the room, Мы сядем с тобой в самом конце зала, чтобы нас никто не видел. where nobody will bother us. Никто вообще до нас не докоснется, не притронется к нам. Nobody will ask us to buy. Никто нас не попросит что-либо купить. Nobody's going to ask us to sign anything. Никто нас ничто не попросит подписать. And bring a big notebook, И, пожалуйста, возьми с собой большую тетрадь, because there'll be lots of information. потому что там будет очень много информации. And hopefully by the end of the meeting, И надеюсь, что в конце встречи we'll have enough information to begin our preliminary research. у нас будет достаточно информации, чтобы вот из вот этих вот маленьких деталей начать уже такое последовательное исследование. And now the green is comfortable. Конечно, зеленый придет. They know they can sit in back and just take notes. Им уютно, если они могут сидеть где-то сзади, что-то тихонечко записывать. They will come to your meeting if you say those words. Они обязательно придут, если вы скажете им данные слова. But if you said those words to a blue personality, Но если вы вдруг скажете эти слова человеку синего цветотипа, they would never come. они никогда в жизни к вам не придут. They're so active and their mind's working so Они fast, же такие активные, их мозг такой активный. they probably finished 2 or 3 bottles of beer before you even finished your invite. Они, наверное, уже даже выпьют 2 бутылки пива до того, как вы им просто договорите свое приглашение. Вот это состоящее из нескольких слов. So I want you to pretend that your partner is green. Так что сейчас у нас с вами 4-я часть упражнения. Представьте, что ваш партнер зеленого цветотипа. If you're the partner, just sit there and pretend to be boring. Если вы партнер, то, пожалуйста, сядьте и примите скучное выражение лица. And invite your boring green partner in the green language. Так, а вы сейчас пригласите вашего самого скучного партнера на свете на его самом скучном языке. Just say information a lot. Просто говорите слово «информация» как можно чаще. Okay, let's see how we did. Ага, ну давайте посмотрим, к чему мы пришли. You now know the 4 personalities. Вы сейчас знаете 4 типа личностей. Let's do a quick check which one you are. Давайте сейчас проверим, какой же тип вы. Would all the yellows raise your hand? Пожалуйста, желтые, поднимите руки. These are people everybody loves. Это люди, которых все любят? Would all the blues raise your Так, hand? синие, пожалуйста, поднимите теперь вы свои руки. If they're sitting next to you, punch them. They're just not listening. Если они сидят рядом с вами, пожалуйста, ущипните их, потому что они, наверное, не слушали. Would all the reds raise your hand? Так, красные, пожалуйста, поднимите руки. And finally, would all the greens raise your hand? И теперь зеленые, ваша очередь. And would all the people who don't know what color you are, please raise your hand? Пожалуйста, поднимите руки те, которые еще не определили себя ни к одному из типов. Okay, if you don't know what color you are, Если вы не знаете, какого вы цвета, just ask your friends. They спросите do. ваших друзей, они-то точно знают. Now, it doesn't matter what color you are. Совсем не важно, какого вы цветотипа. All the colors are good. Все цвета хороши по-своему. What matters, though, is the color your prospect is. Что же важно, это какого цвета ваши потенциальные дистрибьюторы. Because if you know what color they are, you can talk to them in one of these 4 special languages. Потому что если вы знаете, какого они цвета, вы можете говорить с ними на их специальном особенном языке. And if you know your prospect is yellow, Если вы знаете, например, что ваш потенциальный дистрибьютор желтого цветотипа, and you say the word help 3 or 4 и times, вы говорите слово «помощь» как минимум 3 или 4 раза, you're going to be successful. вы будете успешны. So what we need to do is learn how to find out what color
other people are. Так что теперь нам с вами надо научиться, как же определять, к какому типу относится тот или иной человек. Let me show you some ways of doing it. Сейчас я вам попробую немножко помочь в этом разобраться. What two colors are the outgoing colors? Какие два цвета, как бы такие вот выпадающие сразу ярко видные? Blue and red. Синий и красный. So if somebody's outgoing, they're probably a blue or red. То есть те люди, которые, да, вот любят общество и так далее, они, скорее всего, либо синие, либо красные. And if they're talking a lot, they're probably the blue. А если вот этот человек, он больше говорит, то, наверное, он скорее к синему склоняется. What are the two quieter colors? А каких же два более таких тихих цвета? Yellow and green. Желтый и зеленый. And if they seem to be helpful and are good around people, they're yellow. И вот вы попробуйте определить, как бы человек, если хочет помогать, то, скорее всего, он все-таки желтый. And if they're boring, they're probably green. А если он скучный, то, конечно, он зеленый. So what we're going to do is learn how to pick out somebody's color quickly. То есть мы сейчас с вами попробуем научиться как можно быстрее определять цвет, к какому же относится. Speak to them in their secret language. Попробуем поговорить с ними на их тайном языке. And they will buy from us. Они у нас сразу что-то купят. They'll join our business. Они придут в наш бизнес. They'll be in agreeing with us and feel good about us right away. Им будет сразу же комфортно с нами. Они, то есть, как бы сразу станут частью нашей работы. So in a moment, I'm going to give you a test. То есть я вот вам сейчас дам маленький тест, To see how quickly you can pick out somebody's color. чтобы увидеть, насколько быстро вы можете определить тот или иной цвет. You will have a partner. У вас будет партнер. And you'll have a chance to have a little 3-minute conversation with your partner. И у вас будет шанс на 3-минутное общение с вашим партнером. At the end of the conversation, I'm going to ask you, В конце вашей коротенькой беседы я спрошу вас, what color do you think your partner was? какого цвета ваш партнер? Are you ready to take the test? Вы готовы к этому тесту? Would you like some hints of what to look for? Хотите ли вы каких-то подсказок, чего, например, искать в беседе? If your partner turns to you and says this, Если ваш партнер поворачивается к вам и говорит следующее. oh, you go first, here's some cookies. О, давай ты первая тогда, вот пока печенье вот покушай. That would be a yellow. Конечно, это будет желтый. If you turn to your partner and they're already talking, А если вы повернетесь к партнеру, и вы еще даже не начали свою беседу, а он уже с кем-то разговаривает, you know they're a blue. вы знаете, что он синий. If your partner says this, Если ваш партнер говорит следующее. I go first, let me tell you what color you are. Давай сначала я в паре поработаю, я тебе скажу, какого цвета ты. That's probably a red. Конечно, он красный. And if your partner folds their arms И если человек так сразу руки сводит, и and says, I don't want to participate, я вообще не хочу ни в чем участвовать, сразу от вас закрывается. I just want to sit here quietly with my notes. Я здесь посижу, почитаю лучше еще раз записи, вот что было сказано Don't заранее. bother me. Отстань от меня, пожалуйста, не приставай вообще. What color would that be? Какой это будет цвет? Great. All right. Зеленый. So here's how we're going to pick our partner for our little 3-minute conversation. Вот как вы будете сейчас выбирать партнера для вашей 3-минутной беседы. You all been sitting for a long time, Вы все, наверное, засиделись. so let's all stand up. Поэтому, пожалуйста, давайте все поднимемся. I want you to look around the room. Посмотрите, посмотрите весь зал, всю комнату. Make sure the greens all stand up. Посмотрите, чтобы обязательно все зеленые встали, потому что они, наверное, все еще сидят. All right. Look around the room. Посмотрите весь зал, обсмотрите. Find one person you don't know. Найдите кого-то, кого вы еще Have плохо a знаете. really quick 3-minute conversation И with them. быстренько подбегите к нему на 3 минуты. Let's begin. Начинаем.
Так, садимся на свои места. Well, number one, how many people here had a little bit of fun? Окей, вопрос номер 1 для вас. Кто из вас хоть чуточку повеселился со мной? Number two, how many people noticed it was easy to talk to people? Вопрос номер 2. Кто из вас понял, что это все-таки легко поговорить даже с незнакомыми вам людьми? Here's a problem we have in network marketing. У нас с вами есть маленькая проблема в нашем сетевом маркетинге. We talk to people. Мы разговариваем с людьми. Our job is to talk to people. Это наша работа разговаривать. And the prospect we talk to may not be professional for talking to people. Но ведь наши потенциальные дистрибьюторы, они, может быть, не владеют своим языком так хорошо, чтобы разговаривать с людьми. They're scared to talk to people. Они могут испугаться, знакомиться, разговаривать. They're scared of rejection. Они будут очень сильно бояться отказов. And they say, I don't know how to talk to people. Они вам, может быть, скажут, что я вообще не знаю, как с людьми разговаривать. I can't be as good as you. Наверное, у меня не получится быть таким хорошим, как у вас это получается. Well, you can solve that problem for them instantly. Вы можете сиюминутно решить эту проблему для них раз и навсегда. All you have to do is teach them about the 4 colors. Все, что вам нужно сделать, это научить их нашим с вами 4 цветам. Because when you have a conversation with somebody, Потому что когда вы с кем-то разговариваете, and you're trying to figure out in your head what color they are, и вы пытаетесь понять по его речи, по его поведению, к какому же цвету он относится, because you are interested in them, it's always a comfortable conversation. это всегда будет очень приятный разговор, потому что он увидит вашу заинтересованность в нем. If you do this, you'll never get rejected again. Если вы покажете свою заинтересованность, вам никогда не придется потерпеть отказов. Now, some people are professionals at this. Некоторые люди в этом уже профессионалы. When they sit down with people, they know how to talk to people. Когда они только даже присаживаются уже с кем-то, они сразу знают, на каком языке с ними разговаривать. When I had dinner with Alexei and Margarita, Когда у меня был ужин с Алексеем и Маргаритой, and they invited me to come here and speak, и они вдруг пригласили меня сюда к вам, чтобы быть спикером, they made me feel really good. это было очень замечательное чувство. And I'm green. А я зеленый. So they are professionals and have the ability to make people feel comfortable. Это означает, что даже не зная о данных цветотипах, они профессионалы, они знают, на каком языке и как разговаривать с людьми. And I appreciate Alexei and Margarita for bringing me here today. Поэтому огромная благодарность Алексею и Маргарите, то, что я сегодня здесь с вами сейчас. Let's give them a big hand. Пожалуйста, давайте все им похлопаем. Now, I'm not going to say what color they are, Я не скажу, какого они цвета. but I'll let you figure that out. Я надеюсь, что вы сами это догадаетесь. But all colors make great leaders. Но все цвета могут стать отличными лидерами. Now, before I said this, До того, как я вот это сказал, people want more money, they want more health. я вам говорил то, что люди хотят больше денег и больше здоровья. You offer more money, you offer more health, А вы предлагаете больше денег и больше здоровья. and they say no. А они вам говорят нет в ответ. This is why they say no. Вот почему они вас отвергают. Because we present it to them in the wrong color language. Мы им это все преподносим на тарелочке другого цвета. And when you leave here today, you're going to see this. И вот сегодня, когда вы покинете это помещение, вы это поймете. And you're going to laugh. И вы будете смеяться, когда вы будете видеть настолько неправильное обращение. Let me show you. Вот посмотрите. Imagine I'm a green personality, Ну, представьте, что я зеленый. Это не сложно представить, потому что я действительно такой. and I'm giving a presentation to a blue personality.
И я делаю презентацию для кого-то синего цветотипа. How many people can see how ugly that could be? Вы представьте, насколько это будет вообще уродливо. So here's my presentation to the blue. То есть вот как я зеленого цветотипа представил бы что-то синему цветотипу. Let me tell you the name of the company. Так, начать я хочу с имени компании. What year it started. В каком году она появилась. Let me tell you about the company founder. Я скажу тебе, кто эту компанию What создал. grades he got in school. Вообще, какие оценки получал президент в школе. Product number one. Я тебе скажу сейчас, какой продукт самый лучший в этой компании. Here's ingredient number one of Вот product первый number one. ингредиент самого первого продукта в этой компании. Here's ingredient number two of product Вот number ингредиент one. номер 2 из продукта номер 1. What's the blue person И thinking? что тогда синий подумает? I'll jump off a cliff. Он просто, наверное, прыгнет в пропасть, да, покончит жизнь самоубийством. Just kill me now, I'm dying of boredom. Он просто умрет от скуки. And that blue person will never join. И он никогда в жизни не придет к вам в бизнес. And they don't join not because your company isn't good or the products isn't good, but Он не придет не потому, что ваша компания плохая или вы продаете некачественные продукты. they just did not join because we talked to them wrong. Он не придет, потому что вы не так его позвали. But the green doesn't get this. Но зеленый-то этого не поймет. And the green will continue for another hour doing this boring presentation to И the blue. он следующие часами будет еще висеть на этом синем человеке, еще что-то ему рассказывать, какие-то детали, какую-то информацию. But what about a blue person? А что же наш синий человек? You're going to see a blue person giving a presentation Вот, to a green. вот смотрите, сейчас наоборот, да, поменяемся ролями. Синий цветотип будет приглашать зеленый цветотип. What's that going to sound like? Как это будет звучать? The blue person's going to say this. А синий скажет следующее. It's so exciting. Это так впечатляет. You're going to be around lots of Ты people. будешь, где будет так много народу. And you'll have to talk to them a И lot. тебе нужно будет все время с ними только делать, что разговаривать. And I can't remember the name of the company. Я не помню имени компании. And we're going to go to a convention with 10,000 Но мы пойдем зато с people. тобой на событие, где будет 10-15 тысяч человек. What's the green thinking? А что зеленый подумает? The green is so frightened they will never Он join. так испугается, что он вообще, даст Бог, что когда-либо куда-то ступит в своей жизни после этого. So if you're blue, you'll have to learn how to talk green. То есть, если вы синий, вы должны научиться разговаривать и на зеленом языке. Now, I want you to imagine a yellow person giving a presentation to a red. Так, а теперь с вами давайте представим презентацию желтого цветотипа для красного. If you're laughing, you already understand. Если вы смеетесь, значит, вы уже все поняли. Who are all the yellow people? Так, а ну-ка, желтенькие, поднимите руки. Let me show you why you don't have very many reds in your downline. Знаете, почему у вас не так много красных в ваших организациях? Because here's how yellow people invite reds. Потому что